На борту этого авианосца живет почти 6 тысяч человек. Целый плавучий город с больницей. Звучит невероятно, но эта громадина размером с 3 футбольных поля способна годами не заходить в порт, ведь ее реактор не требует дозаправки. Сейчас я расскажу все секреты крупнейшего авианосца в истории. Речь идет о кораблях типа Джеральд Р. Форд – самом новом и самом большом классе авианосцев, который когда-либо строили люди. Головной корабль серии Джеральд Р. Форд военно-морской флот Соединенных Штатов ввел в строй в 2017. И вот вам первая цифра, чтобы почувствовать масштаб. Длина этого корабля 337 метров. Это больше, чем высота Эйфелевой башни, если положить ее на бок. Водоизмещение около 100 тысяч тонн. Только весит примерно 14 тысяч взрослых африканских слонов. Но размеры — это только внешняя оболочка. Самое интересное прячется внутри. Представьте себе, что вы поднимаетесь на борт и оказываетесь не на военном корабле, а в небольшом городе. Здесь есть собственная почта со своим индексом. Есть спортивные залы, парикмахерские, прачечные, которые за сутки перестирывают тонны форм. Есть магазины, где моряки покупают зубную пасту, шоколад и наушники. Есть телестудия, которая вещает на весь корабль свои новости и фильмы. И есть больница Дены, полноценный госпиталь с операционными, стоматологическим кабинетом и палатами. Врачи на борту делают все, вплоть до серьезных хирургических вмешательств прямо посреди океана, за тысячи километров от ближайшей суши. Врачи на борту делают все, вплоть до серьезных хирургических вмешательств прямо посреди океана, за тысячи километров от ближайшей суши. Есть даже морг, потому что город такого размера обязан быть готов ко всему. Каждый день на этом плавучем городе съедают около 18 тысяч порций еды. 3 раза в сутки камбузы кормят почти 6 тысяч ртов. Пекарня печет свежий хлеб ночью, чтобы к завтраку он был теплым. Запасов провизии хватает, чтобы кормить весь экипаж примерно 70 дней без единого захода в порт. А теперь самое странное. Обычному кораблю такого размера нужно постоянно возвращаться домой. За топливом. Дизельные и мазутные суда сжигают горючее тоннами, и без дозаправки далеко не уйдешь. Но Форд не заходит в порт за топливом вообще. Никогда. Он может проработать так 20 лет подряд. 2 десятилетия без единой капли горючего для главной силовой установки. Секрет в 2 ядерных реакторах, спрятанных глубоко в корпусе. Они дают столько энергии, что ее хватило бы на небольшой город на суше. Именно поэтому этот авианосец способен уйти в любую точку Мирового океана и оставаться там сколько потребуется, ограниченный по сути только запасом. Именно поэтому этот авианосец способен уйти в любую точку Мирового океана и оставаться там сколько потребуется, ограниченный по сути только запасами еды для людей. И вот здесь начинается по-настоящему интересно. Потому что корабль, который строили как вершину военно-морской инженерии, как символ американской мощи, обошелся налогоплательщикам в сумму, от которой захватывает дух. И это еще не все. Когда его наконец спустили на воду и начали испытывать, выяснилось, что несколько его новейших систем, ради которых все и затевалось, попросту отказываются работать так, как задумано. Огромные деньги, годы работы лучших инженеров Калейдости, и вдруг проблема, которую никто... Что именно пошло не так на корабле, который должен был стать безупречным? Об этом дальше. Прежде чем добраться до сломанных систем, стоит разобраться, что за сердце бьется внутри этого корабля. Потому что именно оно делает Форд таким, какой он есть. 2 реактора, установленные на нем, называются I-1B. Это разработка, которую вели годами специально под новый класс авианосцев. Их предшественники на кораблях типа Нимец были хороши, но инженеры хотели больше. Больше мощности при меньшем размере. И они добились своего. Новые реакторы дают примерно на четверть больше энергии, чем старые, при том, что обслуживать их нужно меньшему числу людей. Вот деталь, которая обычно удивляет. Топливо для этих реакторов — крадение, необычный уран, который используют на гражданских атомных станциях. На Форде стоит высокообогащенный уран и заряжают его один раз на весь срок службы корабля. То есть за 50 лет, что авианосец проведет в строю, реактор перезаряжают всего один раз, где-то в середине этого пути. Гражданская атомная станция меняет топливо каждые 1,5-2 года. Военный реактор работает десятилетиями на одной загрузке. Сколько именно урана внутри, какой точно степени обогащения, как устроена активная зона защения — все американского флота. Сколько именно урана внутри, какой точно степени обогащения, как устроена активная зона. Все это одна из самых охраняемых тайн американского флота. Эти цифры засекречены. Известно только, что энергии там столько, что реактор способен разогнать 100-тысячетонную махину до скорости больше 50 км в час. Корабль размером с небоскреб идет по воде быстрее, чем едет машина в городе. Но реактор на авианосце — это не только двигатель. Это еще и электростанция. И вот здесь кроется главная задумка конструкторов Форда. Старые немцы использовали пар, который производил реактор, чтобы, например,
напрямую крутить катапульты для запуска самолетов, паровые катапульты. А новый корабль спроектировали так, чтобы реактор в первую очередь вырабатывал электричество. Причем электричество этого, в 3 раза больше, чем на предшественниках. Зачем столько? Потому что Форд изначально строили с прицелом на будущее. Инженеры закладывали запас мощности под оружие, которого на момент постройки еще толком не существовало. Боевые лазеры, электромагнитные пушки, новые радары, которые жрут энергию, как целый район города. Корабль сделали с расчетом, что через 20-30 лет на него можно будет поставить технику, о которой сегодня только мечтают, и энергии на все это хватит. И именно эта ставка на электричество вместо пара стала одновременно и главным прорывом, и главной головной. Потому что самолеты с палубы решили запускать не старой, доброй паровой катапультой, проверенной десятилетиями, а совершенно новой электромагнитной системой. Той самой, что разгоняет истребитель с нуля до скорости взлета за пару секунд с помощью магнитного поля, без единой капли пара. На бумаге это выглядело идеально. Плавнее разгон, меньше нагрузка на планер самолета, точнее контроль, меньше людей для обслуживания. Военные были в восторге от идеи. Систему назвали электромагнитной пусковой установкой, и она должна была стать лицом всего нового поколения авианосцев. А потом ее собрали, установили на корабль и начали испытывать в реальных условиях. И вот тут выяснилось, что между красивым чертежом и работающим железом лежит пропасть, которую никто не ожидал. То, что должно было запускать самолеты почти без сбоев тысячи раз подряд, начало ломаться с частотой, от которой у адмиралов холодело внутри. Чтобы понять, почему поломки этой системы стали такой катастрофой, нужно представить, что вообще происходит на палубе авианосца во время запуска самолета. Истребитель весом около 30 тонн стоит на старт. У него слишком короткая полоса. Всего несколько десятков метров, в десятки раз меньше, чем нужно обычному самолету в аэропорту. Своим ходом он никогда не наберет скорость для взлета на таком коротком отрезке. Поэтому его буквально выстреливают с палубы. За 2-3 секунды машину разгоняют с нуля до скорости примерно 250 км в час. Пилот в этот момент испытывает перегрузку, которая вжимает его в кресло, а истребитель срывается с носа корабля и уходит в небо. Старая паровая катапульта делала это грубо. Под палубой стоял огромный цилиндр, в который под давлением загоняли пар от реактора. Пар толкал поршень, поршень тянул челнок, к которому цеплялся самолет. Удар получался резким, как будто машину бьют гигантским молотом в хвост. Планеры от таких нагрузок изнашивались быстрее, а тяжелые беспилотники и легкие самолеты паровая катапульта запускала плохо. Слишком грубая настройка, либо перебор, либо недобор. Планеры от таких нагрузок изнашивались быстрее, а тяжелые беспилотники и легкие самолеты паровая катапульта запускала плохо. Слишком грубая настройка, либо перебор, либо недобор. Электромагнитная система работала иначе и куда взять. Вдоль пусковой дорожки укладывали ряд электромагнитов. По ним пускали мощный импульс тока, создавалось бегущее магнитное поле, и оно тянуло за собой челнок с самолетом. Разгон получался плавным, нарастающим. Компьютер мог настроить силу толчка под конкретную машину. Хоть под легкий дрон, хоть под тяжелый истребитель с полной боевой нагрузкой. Меньше износ, больше точность, шире диапазон того, что можно запускать. Инженеры не зря ей гордились. Но за эту элегантность пришлось заплатить сложно. Чтобы выдать нужный импульс, системе требовался колоссальный заряд энергии в доли секунды. Столько, что напрямую от сети такое не взять. Поэтому энергию сначала копили в специальных маховиках-накопителях, огромных вращающихся дисках, а потом одним рывком сбрасывали на катапульт. Вся эта цепочка от накопителей, силовая электроника, электромагниты была утыкана тысячами компонентов, и каждый из них мог подвести. И они подводили. Когда флот начал считать реальную надежность, цифры оказались удручающими. По расчетам, система должна была выдерживать в среднем более 4000 запусков между серьезными отказами. На испытаниях она ломалась в разы чаще, в отдельные периоды отказ случался каждые несколько сотен запусков. Для гражданского оборудования это может и терпимо. Для боевого корабля, который в разгар операции должен отправлять в небо самолет каждые несколько минут, приговор. Хуже того, вскрылась особенность конструкции, которая привела бы в ужас любого военного. 4 катапульты Форда были завязаны на общую систему накопления энергии. Это означало, что если одна катапульта выходила из строя и ее нужно было чинить, инженерам иногда приходилось глушить питание так, что вставали и соседние. То есть поломка одной могла обездвижить сразу несколько. На старом корабле каждая паровая катапульта была сама по себе. Сломалась одна, 3 остальные продолжают работать. Здесь же неисправность грозила остановить полпалубы разом. Ровно та же беда настигла и вторую ключевую новинку корабля. Систему, которая ловит самолеты при посадке. И то, что творилось с ней, оказалось не менее пугающим. Посадка на авианосец — это, по мнению многих пилотов, самое страшное, что вообще есть в военной авиации.
Полоса не просто короткая, она движется, качается на волнах и уходит из-под самолета. Истребитель заходит на палубу на скорости около 250 км в час и должен остановиться на отрезке меньше сотни метров. Своими тормозами это невозможно. Поэтому под хвостом у самолета висит крюк, и он должен зацепиться за один из тросов, натянутых поперек палубы. Раньше эти тросы удерживала гидравлическая система. Огромные поршни и цилиндры с жидкостью под палубой гасили рывок. На Форде ее заменили новой электрической системой торможения. Вместо гидравлики — водяные турбины и электромоторы, которые плавно и точно тормозят самолет, подстраивая усилия под его вес. Опять же красивая идея, опять же плавнее и мягче, опять же меньше нагрузка на планер. И опять же ненадежность на старт. Но интереснее не сама система, а то, что скрывается ниже, под ней, в глубине корпуса. Потому что палуба, которую видят на фотографиях, это лишь крыша. Внутри Форда 11 палуб, и они устроены как этажи гигантского здания. Прямо под летной палубой находится ангар ГОМ, огромный крытый цех, где стоят самолеты, которые сейчас... Прямо под летной палубой находится ангар. Огромный крытый цех, где стоят самолеты, которые сейчас не в воздухе. Он такой большой, что в нем одновременно помещаются десятки машин со сложенными крыльями. Чтобы поднять их наверх, используют самолетоподъемники. Платформы размером с теннисный корт, которые за секунды выносят истребитель с ангарной палубы на летную. И этих подъемников на новом корабле тоже коснулись переделки. Их сделали больше и мощнее прежде. Еще ниже — жилые палубы. Тысячи коек, сложенных в 3 яруса в тесных кубриках. Личного пространства у моряка почти нет. Узкий шкафчик и кровать шириной чуть больше плеч. Офицеры живут просторнее, но и они делят каюты. Найти дорогу в этом лабиринте новичку почти невозможно. Коридоры одинаковые, тянутся на сотни метров, пересекаются под прямыми углами. У каждого помещения свой код из букв и цифр, который говорит посвященному, на какой палубе он находится, ближе к носу или к корме, справа или слева от центральной линии корабля. Глубже всего, у самого дна спрятаны реакторные отсеки и хранилища. Отдельно погреба с боеприпасами, бомбами, ракетами, снарядами. Их держат в самых защищенных частях корпуса, за толстыми переборками, с системами затопления на случай пожара. Если что-то загорится рядом, отсек можно мгновенно залить водой, чтобы боезапас не сдетонировал. А еще в недрах корабля прячется то, о чем редко думают, глядя на грозный силуэт авианосца. Установки, которые опресняют морскую воду, каждый день они превращают сотни тонн забортной соленой воды в пресную, чтобы 6000 человек могли пить, мыться и готовить еду. Своя канализация. Своя система очистки воздуха. Отсеки, где хранят мусор, который на таком корабле образуется тоннами в сутки и который нельзя просто выбросить за борт. Вся эта махина требует, чтобы кто-то ею управлял круглые сутки. И вот здесь возникает вопрос, который мучил проектировщиков не меньше, чем ломающиеся катапульты. Как заставить город на воде работать без остановки, и при этом обойтись меньшим числом людей, чем на старых кораблях? Ведь именно на этом строился весь расчет экономии. Ответ оказался куда более тревожным, чем ожидали. Идея была проста и заманчива. Раз новый корабль напичкан автоматикой, реакторы обслуживают меньше людей, катапульты управляются компьютерами, самолетоподъемники двигаются сами, значит и экипаж можно сократить. Проектировщики обещали, что Ford будет ходить с командой почти на 600 человек меньше, чем старые нимецы. За 50 лет службы такая экономия на зарплатах, еде и обучении складывалась в миллиарды долларов. Это был один из главных аргументов, ради которых вообще затевали весь проект. А на практике оказалось, что автоматика, которая должна была заменить людей, сама ломается так часто, что для ее починки нужны новые люди. Каждая сбойная катапульта, каждый капризный тормоз, каждая новая система требовали своих специалистов. Причем не рядовых матросов, а обученных техников, которых еще поди подготовь. Экипаж, который обещали урезать, на деле пришлось раздувать обратно. Мечта об экономии столкнулась с реальностью, где сложная техника означает не меньше рук, а больше. И все же, несмотря на все провалы, к концу 20-х годов случилось то, во что уже мало кто верил. Инженеры годами перебирали катапульты, переписывали программы, меняли компоненты, и система заработала. В 21-22 Ford наконец вышел в свой первый настоящий боевой поход в Атлантику и Средиземное море. Электромагнитные катапульты, которые еще недавно ломались каждые несколько сотен запусков, отработали тысячи стартов подряд. То, что называли позором и напрасно потраченными деньгами, превратилось в работающее оружие. И вот теперь можно вернуться к тому, с чего все началось. Этот плавучий город размером с 3 футбольных поля, с почти 6000 жителей, с больницей, магазинами и церковью, зачем он вообще существует? Ответ в том, что Ford — это не корабль. Это база для авиации, которую можно подвести к любому берегу планеты за считанные дни.
На его палубе базируется больше 70 самолетов и вертолетов. Это целое авиакрыло. Истребители, самолеты-заправщики, машины радиолокационной разведки, вертолеты. По ударной мощи одно такое авиакрыло сопоставимо с военно-воздушными силами целого среднего государства. И вся эта сила приходит туда, куда прикажут, без необходимости просить у соседних стран разрешения посадить. Корабль сам себе аэродром, сам себе город, сам себе электростанция. Но авианосец никогда не ходит один. Вокруг него всегда идет целая свита. Эсминцы и крейсеры, увешанные ракетами, подводная лодка где-то в глубине, суда снабжения. Это называется авианосной ударной группой. Сам форт почти не несет тяжелого оборонительного вооружения. У него есть лишь несколько зенитных комплексов ближнего боя для самозащиты в последний момент. Все остальное прикрытие берут на себя корабли эскорта, потому что стоимость и ценность авианосца таковы, что рисковать им напрямую никто не станет. А стоимость это отдельная история, от которой захватывает дух. Постройка одного Форда обошлась примерно в 13 миллиардов долларов. Это дороже, чем годовой бюджет иных стран. Только на разработку всего класса ушли еще миллиарды сверху. Один корабль — 13 миллиардов, и это без учета самолетов на его палубе, каждый из которых стоит десятки миллионов, и без кораблей сопровождения. Именно здесь кроется ответ на главную загадку. Реактор, который не требует дозаправки 20 лет, нужен не ради удобства. Он нужен, чтобы эта 13-миллиардная крепость могла в любой момент оказаться у берегов любого континента и оставаться там неделями и месяцами. Предел ей ставят только запасы еды для экипажа да выносливость самих людей. Плавучий город с почтой и пекарней существует ровно для одного, чтобы 70 боевых самолетов всегда были на расстоянии одного удара от любой точки мирового океана. О Форде известно многое. Его длину, водоизмещение, стоимость флот раскрывает открыто. Но за этими цифрами лежит целый пласт вещей, которые не расскажут никогда. Начнем с реактора. Точный состав активной зоны, степень обогащения урана, реальная тепловая мощность установки, все это закрыто грифом секретно. Известно лишь, что топлива хватает на десятилетие. Сколько именно урана внутри и как он размещен, знает узкий круг людей, и разглашение этих данных приравнивается к государственной измене. То же касается предельной скорости корабля. Официально флот говорит более 50 км в час, но реальную цифру не называет. Она может быть заметно выше, но ее держат в тайне, потому что по скорости противник мог бы просчитать характеристики двигательной установки. Не менее закрыта и вся электроника. Форд несет радар нового поколения, который видит цели на огромном расстоянии и одновременно следит за десятками объектов. Его точные возможности, на какой дальности он замечает ракету, сколько целей ведет разом, засекречены полностью. Как и алгоритмы, по которым корабль отражает атаку. Как и то, какие именно средства радиоэлектронной борьбы стоят на борту, системы, способные обмануть чужие радары и увести от корабля летящую ракету. Есть и вещи, о которых не говорят по другой причине. Например, реальная надежность катапульт и тормозных систем на сегодняшний день. Флот отчитывается об успехах, но конкретные цифры отказов в боевых условиях наружу не выходят. Они дали бы противнику понимание, как быстро на самом деле корабль поднимает и принимает самолеты. Флот отчитывается об успехах, но конкретные цифры отказов в боевых условиях наружу не выходят. Они дали бы противнику понимание, как быстро на самом деле корабль поднимает и принимает самолеты. А это и есть главный показатель его боевой эффективности. Отдельная тайна, что именно лежит в погребах с боеприпасами во время конкретного похода. Есть ли на борту особые виды оружия, сколько ракет каждого типа, каков полный состав авиакрыла в данный момент. Эти данные меняются от задачи к задаче и наружу не попадают. Даже маршруты и точное местоположение авианосца часто держат в секрете. Иногда флот, наоборот, демонстративно показывает, где идет форт, чтобы надавить на противника самим фактом присутствия. А иногда корабль исчезает с радаров публичного наблюдения, и о том, где он, не знает почти никто за пределами командования. При этом строительство серии продолжается. За головным кораблем уже спустили на воду и достраивают следующие. Джон Кеннеди, Enterprise, Дорис Миллер. Каждый следующий обходится чуть дешевле предыдущего, потому что детские болезни первого уже вылечены, а рабочие набили рук. Всего флот планирует построить целую серию таких гигантов, которые будут постепенно заменять стареющие немицы вплоть до конца века. Последние из них будут служить людям, которые сегодня еще даже не родились. И напоследок одна деталь, которая ставит все на свои места. Когда Форд уходит в дальний поход, на его борту вместе с моряками отправляется в море несколько кошек и котят. Неофициально, но флотская традиция ловли крыс на кораблях жива веками. Есть свой оркестр, который играет на построениях. Есть капелланы разных конфессий, чтобы каждый мог помолиться по-своему. А еще на почти каждом таком корабле в одном из тихих отсеков хранится небольшой запас. Несколько тонн обычной питьевой воды в бутылках. Не для экипажа. Этот запас держат на случай, если опреснительные установки выйдут из строя все разом. Потому что плавучий город с реактором, который работает 20 лет без дозаправки, с радаром, видящим за сотни километров, с 70 боевыми самолетами на палубе, этот город все равно останется беспомощным, если 6 тысячам человек посреди океана вдруг станет нечего пить.